Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами украшаем бокалы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня мы с вами украшаем бокалы. Бокалы я крашу в Украине, мои подписчики уже об этом знают, у Ксении, ссылочку я оставлю. Также оставлю ссылку еще на одну страницу, Нини Декор. Она занимается покраской и также преподает уроки. И сразу покажу материалы, которые мы используем. Разного вида полубусины разных форм. Здесь вы видите все размеры. Также стразовая цепочка 2,5 мм. Она у меня серебряная. И стразовая цепочка серебро и жемчуг 2 мм. Также я буду использовать клей. Для приклеивания страз я использую клей фирмы Уху. И для удобства переливаю в аппликатор с тоненьким носиком. Нам понадобится силиконовая кисточка, пинцет и ножницы. И не забываем про мокрые салфетки. Ну и, конечно, работать лучше всегда делать сразу 2 бокала, чтобы у вас все было одинаково. И на границу с покраской я наношу клей. И подклеиваю полубусину. И даю закрепиться. И забыла сказать, прежде чем начать работу, конечно, не забываем бокал обезжирить. Это можно делать любым алкоголем или пропитанными салфеточками. Полубусина у нас закрепилась. Теперь аккуратно наносим клей вокруг полубусины. Работаем очень аккуратно, потому что это стекло и все будет видно. Вот так аккуратненько нанесли клей. Берем стразовую цепочку и укладываем вокруг полубусины. И затем замыкаем стразовую цепочку. Поправляем все звенья, чтобы они смотрели вверх. И подклеиваем края. Все поправляем и отправляем сушиться. Следующий этап: подклеиваем полубусины крест-накрест и начинаем с места, где у нас граница покраски. Наносим клей аккуратно, рисуем полубусину. Даем несколько секунд, чтобы клей у нас не растекся. И теперь накладываем полубусину. При этом не забываем оставить расстояние для стразовой цепочки. Даем закрепиться, затем крест-накрест подклеиваем следующие 2 полубусины. И теперь между подклеиваем следующее. Как я уже говорила, делаем это очень аккуратно. Так, у меня поехала бусина. Вот, надо давать закрепиться. Сейчас вернусь к вам. Если вдруг такое у вас случилось, сразу все зачищаем. И продолжаем подклеивать. Следующий этап работы, как мы с вами делали на тарелочке. Наносим клей вокруг полубусин. Также делаем это очень аккуратно.
заранее подготавливаем материал. Это у меня стразовая и жемчужная цепочка. И укладываем. Один край укладываем вровень, другой будет подлиннее или наоборот. Сначала подлиннее, а потом... Так, сейчас все схватим. И все не накладываем, а как бы обворачиваем вокруг, чтобы клей у нас нигде не просочился. И, конечно, не забываем подклеить края. Наносим клей и подклеиваем края стразовой цепочки вместе. Вот что получается. И продолжаем работать со всеми полубусинами. И чтобы наш дизайн повторялся, так же как на тарелочках, я подклеиваю вот такие вот рисинки, как мне сказали, они называются. Подклеивать я их буду только на верхней части бокала, так как здесь у меня бокал сужается, и они не очень будут хорошо смотреться. И подклеиваю во все нужные мне места. И теперь продолжаем украшать так же, как мы украшали тарелочку. Наносим по краю клей. Предварительно материал весь заготавливаем. Это я также показывала. И укладываю цепочку. Края цепочки все должны быть подклеены. Извините за шум. Соседи что-то ремонтируют. Причем одну цепочку подклеиваем ниже, другую выше. И все края подклеиваем. И обрабатываем все жемчужины. Теперь одиночными стразами подклеиваем уголки. Я нарезала из стразовой цепочки. Укладываю и пододвигаю. Не забываем вытирать носик, чтобы у нас не оставалось следов. И продолжаем работу. И также одиночными стразами заполняем все пустые места. Я нарезала их из двух цепочек, 2 и 2,5 миллиметра. И продолжаем работу. Когда мы закончили заполнять серединку, подклеиваем 2 цепочки вместе. Это у меня цепочка 2,5 миллиметра. 2 звена я подклеиваю вместе. И подклеиваем стразовую цепочку на границе стекла и покраски. Сначала наношу немного клея, чтобы подклеить звенья и закрепить. Неудобно на весу, поэтому я бокал положу. И дам закрепиться.
И теперь, когда у нас цепочка закрепилась, раздвигаем и наносим клей на границу стекла и покраски. И как мы уже клеили в елочных игрушках, накладываем с двух сторон, оставляем зазор и все вместе соединяем. И продолжаем подклеивать. Подрезаем лишнюю цепочку и все подклеиваем. Также закрепляем цепочку по краям цепочки, где у нас цветочек. С одной стороны и с другой все укладываем. И все выравниваем. И отправляем сушиться. Мои бокалы готовы, и вы видите, что у меня получилось. Конечно, бокалы надо оставить как минимум на 24 часа, чтобы все закрепилось. Затем все пальчиком проверить, чтобы все держалось очень хорошо. Если нет, берем клей и точечно все подклеиваем. А на сегодня все. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезным. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.